Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Это откроется. Давайте узнаем, что откроется, что прояснится в ноябре 2024 года. Подобный расклад я делала в октябре, и я получила много ваших прекрасных комментариев, за что очень вам благодарна. Мне интересно, особенно когда вы, так слегка хотя бы проясняете, как это сопряжено с вашими событиями жизни. И мне тогда не только это для меня вдохновение, это для меня служит как подсказкой к тому, что да, эта тема интересна, это есть смысл продолжать. Ну, пусть даже не для всех, но определенный круг близнецов, кому, с кем это проигрывается, или для кого вот те подсказки карт, которые выпадают, имеют какое-то значение. И значит, я решила, что, по крайней мере, пока у нас идет большая ретроградность, а это все у нас осень, и отчасти Уран в Тельце еще в ретро пробудет до конца января, и это тоже все на все знаки зодиака имеет свое воздействие. Поэтому вот этот период метаморфоз, он у нас планетарно продолжается, и значит, есть интерес к такого рода раскладам. В описании под видео оставлю ссылку на свой сайт, где я опубликовала планетарный гороскоп для всех знаков зодиака. Вы можете перейти и посмотреть, прочитать, а также плейлисты по видео разные. Итак, давайте первую карту достанем и спросим, с чем вы успели проститься или от чего вы уже отказались и вдруг это возвращается. Кто-то и сам что-то может возвращать, правда? Какое дело вы считали уже завершенным или поставили точку, а тут вдруг раз и многоточие? Какая правда откроется? И что вам нужно в связи с этим знать? Что будет меняться и как это повлияет на вашу жизнь? Знаки судьбы, что вам хотят передать высшие силы, и какие возможности у вас открываются. Карта совет. В чем же вы поставили точку? Тройка пентаклей. У кого-то конкретно вопросы обучения. Вы думали учиться чему-то, да? Может быть, пересмотрели разные направления, то, что вам интересно. Словно отказываетесь от ряда своих прежних намерений, планов, пересматриваете в целом свою стратегию и тактику на будущее. Вы, с одной стороны, учитесь. Вот как первые какие-то наброски, штрихи нам показан конкретно художник, который рисует прекрасную деву. И это прекрасная дева, это не он срисовывает, да, и натурщицы у нас нет. Это именно в его ментальности. Это он рисует свою мечту. Вот вы какую-то мечту будете практически как, какие-то штрихи. У нас показан, как будто завершает уже портрет художник. Может быть, какое-то дело вы точно поняли, что есть смысл продолжать. У кого-то это отчасти может быть как новые способы заработка, которые вы для себя будете рассматривать. У кого-то может быть и вопросы, которые касаются семьи, отчасти дома. Вы тоже можете что-то пересмотреть. Давайте посмотрим, что же, как нам карты расскажут, в чем вы думали, поставили точку, а продолжение следует. У кого-то это будет по части, кстати, и личной жизни тоже. Служанка в ожидании, так называется эта карта. Мои дорогие девочки, вы могли ждать какого-то человека, а здесь вы придете к выводу, что нет. Может быть, это вы кому-то сказали, мне надоело ждать. Может быть, была сложная ситуация, напоминающая качели, непонятные отношения, как больные отношения. Ни то да, ни то нет. Не то состоится, не то следует продолжение, не то не следует. И где-то вы от этого всего, от неопределенности устали и сказали сами себе, что все, я больше никого не жду, теперь я буду действовать сама. Мои дорогие мужчины, это могла быть такая женщина в вашей жизни, которая тоже устала быть служанкой в ожидании. И тогда вы понимаете, что образ есть, человека нет.
Давайте немножко проясним. Правда, тут кто-то и к вам может возвращаться, ну и вы тоже можете возвращать кого-то. С чем же это связано? Это может быть связано и с работой, кстати. Жезлы – это у нас, когда вы проделали, допустим, большую работу по какому-то проекту, теме. Вам не доплатили. Или то, что обещали, не рассчитались таким образом. Это как игра была какая-то в одни ворота, вот точно. А у вас это было, словно вы всегда были проигравшим или все время ожидающим. И вам это надоело, вы поставили точку. Ну или, опять же, это где-то во взаимодействии с вами человек был. Давайте узнаем, чего это могло касаться. Личной жизни, в том или ином контексте. Туз чаш. И вы могли за какой-то период времени предыдущий многократно обдумать какую-то ситуацию, с чем-то вы тут определились. Правда, либо вы возвращаете, либо возвращается вам какая-то ситуация. Вы знаете, это и вы могли быть в такой позе, как я, ну, закрываюсь от мира, от какого-то контакта. Может быть, это вы кого-то даже заблокировали, не хотели общаться, но у вас было время для того, чтобы подумать. Или это вы даже уходили с работы, уходили или выходили из каких-то отношений, но уже сделали какие-то важные выводы. Было время подумать, что это еще было. Потом это какая-то пауза затянулась. Вы проделали, от чего-то словно отказавшись, проделали путь определенный и поняли, что, ну да, в принципе, жить можно, но сказать, что что-то радует, то нет. А здесь есть то, что вот именно хочется продолжать. И поэтому в том или ином контексте вы понимаете, что вам как будто нужно себя будет все же изменить. По тройке Пентаклей мы сдаем экзамен тоже определенный. Мы, вот как, может быть, наш художник завершает портрет, и это как экзаменационная работа. Вот вы вот этот жизненный экзамен сдаете, прекращаете какое-то ожидание. Кто-то прекращает чью-то игру, мои дорогие близнецы, но понимаете, что есть тот контекст, который для меня может быть полезен, который меняет вообще кардинальным образом мое качество жизни, по сути дела, дорога к солнцу, у кого-то через личную жизнь. Таким или иным путем. Но на кону у вас ваше солнце, мои дорогие близнецы. Правда. Какая же правда откроется? Король жезлов. Король жезлов – это харизматичный лидер. Это тот лидер, который, безусловно, не спешит действовать, но всем дает советы. Может быть, это был такой персонаж в вашей жизни. Вот переворачивается девятка мечей. Может быть, это и ваша какая-то позиция. Может быть, и человек. То есть перекладывайте на свою историю, когда по умеренности и не да, и не нет, и не шатка, и не валка. Или вы не могли с чем-то определиться, потому что внутренние сомнения были, внутренние страхи. И вот теперь какая-то правда вам открывается, что кто-то может потерять счастливую возможность, а кто-то может потерять, может быть, и человека, мои дорогие. Давайте, то есть как бы настаивать на своем, вот как король жезлов, да? Он ведь ничего не делает, он только, ну, какие-то, это как, если мы говорим лидер, он говорит, как нужно делать кому-то. Или он ждет, он всегда в ожидании своеобразном, но не о действиях говорит эта карта. И вот и мы могли тоже долгое время что-то ждать и понимаем, что ничего не дождусь. С чем это может быть связано, хочу прояснить. У кого-то новые способы заработка, у кого-то по части, как вы осваиваете какие-то новые техники, я имею в виду как скиллы, новые навыки приобретаете, чему-то учитесь. У кого-то буквально в этот период ноябрьский, может быть, курсы подходят к концу, и вы сдаете экзамен, и теперь вы уже как новый специалист. Для кого-то из вас, если мы говорим про личную жизнь, рыцарь Пентаклей – это тот, который едет медленно. Я не могу тогда сказать, что вы прямо так с места в карьер куда-то мчитесь, но нет. Если был раньше король жезлов, вроде король, да, статус выше, по рыцарю Пентаклей статус ниже, но первые шаги. Вот есть такой момент. Иногда по этой карте, когда
Нам кто-то приходит на помощь, кстати, выручает деньгами. Может быть, и вы кого-то выручали деньгами. Или если вам нужно какую-то тему как будто закрыть финансовую, вы тоже можете это сделать, кстати. У кого-то все же это будет касаться отношений, шестерка чаш. Это карта ностальгии. Может быть, это вы решитесь на какие-то первые шаги, или человек по отношению к вам тоже решается, потому что признает, что есть те отношения, которые меня не оставляют. Я не смогу забыть о конкретном человеке. Я так вижу, что, наверное, будут действия, да? Дорога к свету. Есть то, что должно быть продолжено. И от вас потребуется как и определиться с чем-то, так и действовать. И вот эта дорога к свету, ведь это вообще жизнь, как и по новым правилам, с новым вкусом свободы, мои дорогие, с новым вдохновением, с новым ощущением счастья кожи. Буквально девушка прекрасная идет по заснеженной пустыне. Но вот этот волшебный луч освещает ее путь. И там, где ступает ее нога, попадает как раз луч, и даже среди снега растут цветы. Он согревает ее, ей не холодно, она идет вперед. Поэтому дорога к счастью для вас, мои дорогие близнецы. Куда ж тут отказываться? Тут надо быть гибче, это факт. Что вам нужно знать? Может быть и выбор, но по двойке мечей это конфликт. Какой-то конфликт должен быть улажен. Это может быть и человек, который вам предложит пойти на мировую. Или для вас, мои дорогие, рассмотреть какой-то компромисс. Быть в целом готовым к компромиссу. Давайте-ка мы узнаем поточнее, чего это может касаться. Пусть нам раскроют карты, что нам нужно знать, что важно знать. Ну, правда, выбор, еще раз, двойка, аркан влюбленная, победа может быть. И по части взаимоотношениях, если раньше не договорились, здесь договоритесь. А если нужно проговорить что-то, не утрамбовать в себе, а потом сидеть додумывать, а нет, здесь откровенно лучше поговорить. Любовная история, правда, или какой-то иной выбор, когда его делать необходимо. Развилка судьбы. Что нужно знать? У кого-то это будет сопряжено с поездкой или переездом. Самое главное, мы не можем ориентироваться на прежний берег. И человек, который отталкивает лодку от берега и собирается в нее запрыгнуть. Я не могу сказать, что у него очень радостное лицо. И есть сомнения, но одно, что он понимает совершенно точно. На этом берегу уже выжженная пустыня, словно пустая, все безжизненно, и я не хочу уже там находиться. Эх, как говорится, будь что будет, у меня достаточно мужества какой-то путь проделать вперед, даже в одиночку. И я обязательно достигну своего берега, счастливого берега, более лучшего качества жизни и судьбы. Вот такое важное решение или важный выбор, который открывает перед вами совершенно иные перспективы. В иных колодах шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Но это тот успех, который мы должны проделать сами. Он не придет просто так, никогда. Какая-то дверь не откроется, пока мы сами не отправимся вот в это путешествие, аллегорически говоря. По семерке пентаклей. Мы могли что-то долго ждать, но мы не дождемся чего-то, если мы не будем действовать. Самим надо, наверное, как-то вам проявиться, или по этой карте, вот если мы соединим. Ведь именно в этой колоде семерка пентаклей может говорить о том, что это как и документы мы можем ждать. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, нам здесь вот действительно показывают женщину, которая ждет ребенка. Поэтому вот если мы говорим о периоде ожидания, о том ожидании, которое неизбежно, мы на это не влияем, тогда где-то запастись терпением. Ну, может быть, эта карта нам будет говорить, что мы в ожидании будем как-то укреплять вот то благополучие, которым мы теперь располагаем. А для кого-то буквально ожидать, может быть, согласование тех или иных документов, как будто все должно закончиться более чем радостно и счастливо. И вот из этой двойки мечей, что нужно знать, как раз можно выйти и перейти к тузу чаш. И высшие силы, ведь всегда, когда старшие арканы,
это словно обстоятельства играют нам на руку, или высшие силы пытаются вам помочь, мои дорогие близнецы. Вот это все то, что нужно знать, но идти вперед придется. Давайте узнаем, что же меняется. Карта любящего человека. Нам опять про личную жизнь. Меняется, может быть, и как это, взаимоотношения, может быть, ваши отношения к вам, может быть, важные разговоры будут проведены, и постепенно меняется и в целом какая-то концепция вашей личной истории. Давайте узнаем поподробнее. Нам тут говорят об умеренности. Не могу сказать, что это прямо какие-то форсированные действия. Опять выпадает туз чаш. Какая-то личная история. И, может быть, то, что ни шатка, ни валка было прежде, как раз может начаться как с нуля. Но это не совсем ноль. Нам художник изобразил ноль как круг. И это как символ уроборос или змея, кусающая свой хвост. Начало и конец. Поэтому и период ретроградности, он как раз об этом говорит. То, что какие-то прежние отношения или какая-то прежняя история. Может быть, и по работе, я уже не углубляюсь, у каждого в своей сфере жизни. Она действительно может вернуться к какому-то благополучию и счастью. Что тогда принцесса чаш нам хочет сказать? Правда, какая-то будущая именно история может основываться на прежней, предыдущей. Причем на пересмотре, на серьезных откровенных разговорах, может быть, если это работа или касается документов, тогда составление, пересмотр документов. Не навредите себе, это есть такое тоже по всем картам, но и какие-то правильные действия, определенная активность, мои дорогие близнецы, от вас уже не по одной карте предусмотрено, как будто вот экзамен какой-то вам нужно пройти, сдать, иначе пейзаж не изменится, мои дорогие. Вот эта вот умеренность, она, посмотрите, изображена такая немножко бесцветная. Поэтому вот совсем какой-то период ожидания, он сам по себе не завершится. Не упустить время, я бы сказала. И есть такой момент тоже. И как же будет меняться ваша жизнь? Как это изменит вас? По Верховной Жрице это карта интуиции, это карта независимой позиции. Как повлияет на вашу судьбу. Может быть, и для вас откроется какая-то тайна, кстати. Может быть, и вы поймете, что какой-то человек вам очень интересен, или какой-то человек для вас откроется совершенно как по-другому. Вы его могли представлять себе одним образом, а здесь вы узнаете, что, нет, это персона какая-то более одухотворенная, например, или более мудрая, кстати. Вы могли видеть человека, как вот, посмотрите, как принцессу чаш. Девушка, любящая. А вместо принцессы чаш оказалась верховная жрица. Здесь может быть метаморфоза вашего отношения к конкретному человеку. Просто кто меня смотрит, девочки или мужчины, перекладывайте. То есть это может проиграться как в отношении и мужчины, так и в отношении женщины. Поэтому наше какое-то прежнее представление о человеке именно конкретно будет меняться. Потому что мы увидим с другого ракурса. И мы поймем. И больше где-то видим свои перспективы взаимодействия с конкретным человеком. Потому что сам по себе человек очень ресурсен. И где-то карты, это старший аркан, нам говорят, что для тебя это может быть как шанс. Правда, есть какие-то, может быть, отношения, неважно в какой сфере жизни, которым нужно уделить внимание. С другой стороны, как влияет это на вашу жизнь? Можно также это рассматривать, как вы могли быть долгий период, как, не совсем в ожидании, как один или одна. Верховная жрица, она сама по себе. Но тогда это независимость. Это не значит обязательно одиночество, мои дорогие. Это не слова-синонимы. И все же жизнь нам показывает очень богатую палитру. Само по себе
ожидания или вот аркан умеренности, он такой бесцветный. А аркан Верховная Жрица – это наполненный, очень глубокий аркан, глубокого смысла. Это та, которая все знает, та, которая умеет сохранять себя и уже никому ничего не доказывает. Да, она немного сама по себе, но если мы на наш земной мир переложим, это не значит, что Верховная Жрица не может быть счастлива. Поэтому где-то на своей волне можете и вы оставаться, может и, кстати, ваш партнер, который, может быть, возвращается, или кто-то по работе, вот если ситуация по работе, значит, тоже надо принять, что нам не будут до конца какие-то свои планы говорить. Может быть, и вы не захотите какие-то свои, но все равно в каком-то контексте быть откровенным, чтобы достичь правильного взаимопонимания, определенно быть стоит. То есть провести те разговоры, которые на чистоту. Это для взаимопонимания необходимо. Но также необходимо, как и ваша независимая позиция. Это, по сути, когда мы себя бережем и никому ничего уже не пытаемся доказать, с кем или с чем это связано. Вот так конкретно нам говорит карта. Это опасное такое соблазнение. И тройка мечей, хоть в других картах называют карта вора, но хотя у кого-то это может быть банально, по работе сумма, которую не доплатили, хотя и обещали. Такое я тоже могу допустить. И тогда вот все то, что мы с вами рассматривали, будет касаться работы денег. А у кого-то все-таки в личной жизни. В этой колоде «Колесо года» нам показывают тот союз, когда третий лишний. И, надеюсь, видно хорошо, мои дорогие. Девушка нам показана, которая голову положила на плечо молодому человеку, мужчине, и она закрыла глаза, словно представила: «Ты мой». А он уже забыл про эту девушку, он и плеча этого не чувствует. Он увидел соблазнительную красотку. И все, вопросы страсти. Это намного интереснее, какое-то новое приключение. Оно настолько манит. Зачем мне моя прежняя любовь? Поэтому какие-то вот подобные ситуации, когда вы могли чем-то соблазниться, или какой-то другой человек соблазнился. И правда была какая-то, когда третья лишняя ситуация. И после этого был долгий период бесконечного дождя. Для кого-то из вас это было в прошлом, с чем вы столкнулись, может быть, мои дорогие близнецы, ранящая ситуация, может быть, по части измен, может быть, это относилось к вам, может быть, это вы попали в такую, когда это вы где-то, как в роли этого мужчины. Мы ведь можем, по сути дела, быть в любой роли из этих персонажей. Но ничем не закончилась эта история. После этого бесконечный дождь. И вот теперь навсегда какую-то, как гештальт закрыть, историю закрыть, карта силы. Вам действительно высшие силы дают какую-то возможность, которую вы не должны упустить. При этом быть дипломатом. От вас нужно сделать выбор. И, может быть, в какой-то концепции взять на себя ответственность. Мои дорогие близнецы, принципиальная вещь чем-то определиться. Вот как принцесса чаша оказалась верховная жрица. Поэтому и для вас вам дается силы для того, чтобы, как-то сменить ход вашей судьбы. Ноябрь – самый оптимальный и удачный период. Давайте мы узнаем знаки судьбы. И знаки судьбы вторят. Десятка мечей. Погост и человек, женщина. Уже все закончилось, все завершилось. И история завершилась. И даже нам показывают, посмотрите, земля высохла. Ничего нет. Мы закрываем в прошлое дверь. Поэтому каковы знаки судьбы? Закрывай в прошлое дверь. Не ориентируйся на прошлое. Иди дальше. Мне нечего добавить. Какие возможности откроются? Да 1000 возможностей. Как раз по 7 чаш. Да где-то даже эйфория. Это наши мечты. Да, может быть, и розовые очки, иллюзии, почему нет? Но это ведь какие возможности откроются. Это то, что нас еще ждет. Поэтому как минимум 7 каких-то возможностей перед вами будут. Но прежде чем вы к чему-то приступите новому, видимо, в ноябре,
вам действительно какую-то историю нужно просто завершить. Причем не так вот имеются в виду, как мы завершаем и уходим, хлопнув дверью. Нет, а мы делаем как-то это красиво, элегантно и сохраняем, может быть, то, что должно быть сохранено и продолжено. И для вас будет как, ну, новое качество жизни или стимул к прогрессу, как что-то новое для вас, что может и в последующем увлекать, и в целом означать, и где-то совместить вы сможете и деньги, и благополучие, и даже то, что касается чувств. Давайте посмотрим, какой нам дает совет. Король Пентаклей может быть у кого-то конкретно человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. И неважно, что у нас король выпадает, повторюсь, по полу карту мы не рассматриваем. У вас, мои дорогие, предстоит все-таки так вот, если в целом мы говорим, вам, скорее всего, предстоит в ноябре оформлять какие-то документы или обращаться в какие-то инстанции, согласовывать, подписывать бумаги, соглашения. Для кого-то из вас вопросы, связанные с банком. Помимо этого, вопросы конкретно с местом вашего жительства. Может быть, как смена места жительства или недвижимость, купля-продажа, или какие-то, опять же, согласования, документы. Может быть, для кого-то из вас вопросы, связанные с вашими родственниками, домочадцами или родственниками партнера. Такое тоже могу предположить. Но король Пентаклей – это великий консерватор. И если это выпадает как карта совет, будьте вот в таких энергиях, когда доверяете тому, что надежно. А по королю Пентаклей проходят надежные люди. Ну вот будьте сами такими надежными людьми. Вы делаете и выбор в пользу таких людей. Но и все то, что касается, будь то документов, будь то денег, где-то будьте реалистами и себе, наверное, не навредите, воспользоваться каким-то удачным стечением обстоятельств или то, что вам судьба открывает возможности не отложить что-то на потом, может быть, да, а то, что не имеет значения, подытожить и проститься с этим. Вот такие энергии видят карты на ноябрь. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.